Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам новое пополнение своей коллекции фильмами на физических носителях на Blu-ray и 4К. В сегодняшнем видео будет также много изданий, всего 28 изданий, половина которых это у нас фильмы в формате 4К и другая половина фильмы в формате Blu-ray. Всего сегодня будет 19 иностранных изданий. Из этих 19 иностранных изданий 3 издания будет с русским языком. Все остальные без русского. И так как обычно, я начинаю с изданий с русским языком. Их всего 3. И первый из них это такой вот фильм Вольфганга Петерсена с Клинтом Иствудом в главной роли. Также здесь у нас снимались Джон Малкович и Рене Руссо. Такой вот фильм. До этого не было у меня в коллекции этой картины с Клинтом Иствудом, поэтому решил себе приобрести. Это скандинавское издание. И в этом скандинавском издании русский язык есть как на 4К диске, так и на обычном Blu-ray диске. То есть такое хорошее издание. Оба диска с русским. И решил себя приобрести. И это будет первое 4К в сегодняшнем видео. Далее от этого 4К переходим к следующему. Оно также с русским языком. Это фильм «Черный ястреб» или другое название «Падение черного ястреба». Фильм режиссера Ридли Скотта. Здесь снимались из актеров Джош Хартнетт, Юэн Макгрегор, Том Сайзмер, Эрик Бана. Также это первая роль небольшая Тома Харди. Такое вот издание. Это издание американское. И в этом американском издании русский язык присутствует только на 4К диске, а диск с допами и диск Blu-ray они без русского. Такая вот простая накатка, как и на других 4К дисках от фирмы Sony. И это фильм «Черный ястреб» или «Падение черного ястреба» от режиссера Ридли Скотта. Далее, следующее, это будет Blu-ray издание. И последнее издание с русским языком иностранное. Это фильм по роману Стивена Кинга. «Ловец снов» называется. Такое вот издание. Издание немецкое. И издание это с русским языком. Такой вот коробки Viva Elite Eco. До этого этот фильм был у меня на DVD, но решил себя приобрести, делать апгрейд до формата Blu-ray. Фильм такой вот «Ловец снов». Здесь снимались известных актеров Морган Фриман, Том Сайзмер, Донни Уолберг, Джейсон Ли, Дэмиан Льюис, Тимоти Олифант. Такие вот актеры. И такое вот издание появилось у меня в коллекции по роману Стивена Кинга «Ловец снов». И это были все иностранные издания с русским языком. А далее переходим к иностранным изданиям без русского. Там будет много интересного. И первое из них это такое вот коллекционное издание фильма «Доспехи Бога 2. Операция Кондор». В формате 4К. Британское издание от фирмы 88 Films. Такая сзади информация. Видим такой арт сзади у этого бокса. Удалось это приобрести дешево, данное издание, из-за одного фактора, о котором сейчас скажу. Вот диск сама Марей. В этом издании присутствует такой вот двусторонний плакат. С одной стороны такой вот арт, а с другой стороны переворачиваем оригинальный арт гонконгский этого фильма.
Также в этом издании есть такой вот 80-страничный буклет, в котором у нас есть как кадры из картины, даже содержание есть, информация, разные кадры из картины. И также здесь очень много текста. Вот видим, здесь некоторые страницы идут только с текстом. Кадры из картины. Данное издание очень свежее. Вышло оно в 25 году только. Один текст. Снова кадры. И другая информация. Да, здесь на некоторых страницах только текст, это интервью про Джеки Чана. Вот кадры со съемок. Еще кадры. Так, это все идет интервью. Так. Видим еще фотографии всякие. Видим здесь постер, один из постеров. Еще много разных кадров со съемок. Еще одна страница с кадрами со съемок фильма и самого фильма. И также здесь, помимо этого интервью, есть такая вот статья непосредственно о самом фильме. Здесь тоже много текста присутствует. Показаны разные постеры этой картины. И снова кадры со съемок. Кадры со съемок. И, наконец, заключительные страницы данной картины и кадры из фильма. Здесь снова появляются. Такой вот буклет. А теперь покажу, из-за чего издание удалось приобрести дешево. Открываю. Здесь видим диск 2, диск 3 и диск 4. То есть данное издание продавали без одного диска, а именно 4К диск с гонконгской версией. Но все остальные 3 диска были в данном издании. Но из-за отсутствия одного диска продавалось достаточно дешево для такого издания этот фильм. И поэтому решил себя приобрести. Здесь у нас, получается, у меня есть на 4К расширенная версия. И на формате Blu-ray, который заложен на регион B, есть диск с гонконгской версией и дополнительными материалами. А также снова это же расширенная версия, но теперь на формате Blu-ray. То есть 3 диска вполне хорошо. И поэтому взял себе в коллекцию такое издание, несмотря на отсутствие одного диска. Такое вот хорошее издание. «Доспехи Бога 2», «Операция Кондор». С Джеки Чаном в главной роли. И Джеки Чан здесь выступил не только как актер, но также и режиссер, исполнитель главной песни, еще, возможно, другие роли. Так что это работа Джеки Чана. Такое вот издание. «Доспехи Бога 2», «Операция Кондор». На этом издании долго остановились. Теперь переходим к следующему. И следующий фильм — это картина режиссера Джона Хьюза, которая называется «Выходной день Ферриса Бьюллера» или «Феррис Бьюллер берет выходной». Такое вот издание итальянское в стилбуке. Здесь видим техническая информация о данном фильме. Не следует верить этому значку. Диск обычный Blu-ray здесь не залочен. И 4К, конечно же, не залочен. Такой здесь арт. Открываем. Такой получается снаружи арт.
И также здесь присутствует внутри внутренний арт. Так, внутренний арт. Получается такой вот внутренний арт у данного издания. Это комедия известная. За рубежом эта комедия имеет культовый статус. Отсылки на некоторые моменты из этого фильма можно увидеть в других картинах. В том числе заключительную сцену вы можете увидеть пародию на заключительную сцену в фильме «Дэдпул 2» в сцене после титров. Такой вот фильм появился у меня в коллекции. Еще один фильм Джона Хьюза в коллекцию. Феррис Бьюллер берет выходной, или другое название «Выходной день Ферриса Бьюллера». Итальянское издание в стилбуке. На этом необычные издания коллекционные закончились. Далее пойдут издания в амареях. Некоторые из них будут в слипах. И первые два издания здесь будут в слипах. Первый это у нас фильм Джозефа Косински с Брэдом Питтом в главной роли. Картина 2025 года. Фильм совсем свежий. Здесь в главной роли снялся Брэд Питт. Это получился самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта. То есть он заработал более 600 миллионов долларов. И вот этот фильм уже появился у меня в коллекции. Здесь, конечно же, на слипе арт такой же получается. И сзади у нас точно такая же информация. Открываем. Здесь код к данному фильму цифровой. И такая вот нагадка диска. Черно-белая. Но здесь все-таки есть небольшое изображение. А именно болид Формула-1. Такой вот арт. Рад, что этот фильм уже появился у меня в коллекции. Один из хороших фильмов 2025 года. И этот фильм теперь есть у меня. Фильм F1 или Формула-1 The Movie. Это не единственный фильм 2025 года, который уже появился у меня в коллекции. Следующий фильм это фильм известного режиссера, которого зовут Уэс Андерсон. И его последний на текущий момент фильм, который называется «Финикийская схема». Здесь в главных ролях снялись Бенисио Дель Торо, Миа Триплтон, это дочка актрисы Кейт Уинслет, и Майкл Сера. Такие вот здесь арты. Издание американское, точно так же, как и фильм «Формула-1». Здесь такие же арты. Открываем. Здесь бумажка с кодом и два диска. И как обычно у американских изданий Universal, здесь видим у Blu-ray такая вот зеркальная накатка, а у 4К диска нормальная с артом. В этот фильм, конечно же, можно увидеть все приемы Уэса Андерсона. И, конечно же, здесь снялось большое количество актеров. То есть, помимо трех этих актеров известных, точнее, да, этих актеров, здесь среди известных актеров снялись такие актеры, как Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Скарлетт Йоханссон, Бенедикт Камбербэтч, Билл Мюррей и не только. Такие вот актеры здесь снялись и актрисы. Фильм «Финикийская схема», американское издание, картина 2025 года. На этом с фильмами прошлого года все. И переходим далее к более старым картинам. И первая из этих старых картин это фильм про боевое искусство. Пацан-каратист, парень-каратист. Старое кино. Приобрел себе наконец-то в коллекцию, давно хотел. Увидел в формате 4К и поэтому взял. Парень-каратист. Культовое кино из 80-х, которое породило несколько продолжений в то время. Потом было еще
фильм 10-го года с Джеки Чаном. И уже ближе к нашему времени, в 25-м году, вышло продолжение, которое объединяло и фильм с Джеки Чаном, и эту серию. А это вот самая первая часть. И это самая первая часть. Наконец-то есть у меня в коллекции. Американское издание. Наградки здесь простые. Это у нас Sony. Такой вот фильм. Парень-каратист. Кино из 80-х годов. Далее переходим к следующей картине. И это еще одно кино из 70-х годов. Это фильм называется «Крокодил Ганди». В формате 4К. Взял себе его в коллекцию. Это фильм австралийский. И издание это тоже австралийское. Что можно видеть по такой вот блямбе возраста. Ну и информации сзади тоже можно видеть. Видимо, Австралия. Страна происхождения картины. Открываем. И здесь два диска. На 4К диске здесь непосредственно фильм. А на Blu-ray диске, который здесь приложен, здесь дополнительные материалы. И в первую очередь среди дополнительных материалов это полуторачасовой фильм о создании данной картины. То есть Life of an Icon. Это большой документальный фильм, посвященный крокодилу Ганди. Такое вот издание австралийской картины. Австралийское издание австралийского фильма. Здесь в главной роли снялся известный австралийский актер Пол Хоган. Кино культовое. И наконец-то появилось у меня в коллекции. Единственный минус этого издания, что здесь Encore Cut, но в другом виде пока не выходило нигде. То есть там удалили небольшое количество сцен. То есть сцену какую-то, точно не помню, не знаю. Но что-то удалили. Поэтому это издание называется The Encore Cut. Такое вот издание «Крокодил Ганди». Далее переходим к следующему фильму. Следующий фильм это фильм Мела Гибсона, который называется «По соображениям совести». Американское издание. Так же, как предыдущие, без русского языка. Издание это от Lionsgate. Сейчас, Lionsgate. Издание это локальное. И поэтому здесь диск с фильмом на Blu-ray залочен. Но 4К диск, как и всегда, не залочен какой-то регион. Видим, есть два диска. 4К и Blu-ray. До этого у меня в коллекции уже было 3 фильма Мела Гибсона. И вот этот 4-й наконец-то появился в коллекции по соображениям совести. Этот фильм, здесь в главной роли снялся актер Эндрю Гарфилд. Такая вот картина, американское издание по соображениям совести. Далее переходим к следующему фильму. И это фильм уже 2021 года, который снял российский режиссер Илья Найшулер. А сценаристом выступил сценарист Джона Вика. И фильм называется «Никто». Здесь в главной роли актер Боб Оденкерк. Также здесь у нас снялся Кристофер Ллойд. А из российских актеров здесь снялся актер Александр Серебряков. А в более мелких ролях там появились еще несколько российских актеров. Есть, как и всегда, у Blu-ray простая накатка, а у 4К накатка с изображением, как у других изданий Universal. Диск с кодом. Фильм режиссера Ильи Найшулера с Бобом Оденкерком «Никто». Фильм 2021 года. И далее пойдут 4 анимационных фильма. И первый из этих анимационных фильмов
Это картина, известная от Pixar «История игрушек», американское издание. С русским первая история игрушек выходила только в формате 3D, который можно воспроизвести только на 3D-телевизоре или 3D-проекторе, поэтому взял себе такую вот версию без русского языка. Здесь видим два диска, оба с изображениями, Blu-ray и 4К диск. Взял себе в коллекцию. Наконец-то есть этот фильм в высоком качестве у меня в коллекцию, чему я очень рад. И вместе с первой историей игрушек я также взял вторую историю игрушек, также анимационный фильм от Pixar. С ним ситуация аналогичная, поэтому взял такое вот издание. Здесь точно так же на обоих дисках есть арты. Поэтому теперь и первая часть, и вторая часть есть у меня в коллекции в высоком разрешении. Два фильма студии Pixar есть теперь у меня в коллекции в формате 4К. История игрушек 1, история игрушек 2. А история игрушек 3 и история игрушек 4 у меня уже были в коллекции на Blu-ray. Поэтому на текущий момент все 4 части есть у меня в коллекции в высоком разрешении. Но это не единственный фильм Pixar, который хотел вам показать в сегодняшнем видео. Также забрал такой вот фильм Pixar 22 года. Он называется «Я краснею», данная картина называется. Открываем. Бумажки здесь присутствуют. Здесь сразу 3 диска. То есть диск с дополнительными материалами Blu-ray, диск с самим фильмом на Blu-ray, а также 4К диск с самим фильмом. Видим здесь, что накладки здесь немножко отличаются у всех 3 дисков. Это достаточно необычный для Pixar, интересный фильм. И наконец-то я приобрел в коллекцию. Это последний, самый свежий на сегодняшний день фильм, который появился у меня в коллекции от этой студии. Более новые фильмы Pixar, они стоят уже дороже, поэтому пока в коллекции их не будет. А это пока вот самый крайний фильм, который называется «Я краснею». И последний мультфильм в сегодняшнем видео в формате 4К. И последний издание в 4К, который хотел вам показать, это анимационный фильм от студии Illumination, который называется «Миграция». Здесь можно видеть от какой-то студии, то есть студии, которая снимает «Миньонов». Издание со слипом. Открываем. И здесь ситуация с накатками такая же, как у других изданий от фирмы Universal. Видим «Миграция». Данная картина неплохая, понравилась, поэтому решил себе приобрести в коллекцию. И теперь еще один фильм анимационной студии Illumination есть у меня. Такой вот фильм. И на этом 4К диски закончились, но иностранные издания еще остались. И первая из них, это у нас картина Стивена Спилберга, которая называется «Близкие контакты третьей степени». Такое вот коллекционное издание Ultimate Edition. И в этом издании присутствует такой вот буклет толстый. Далее в таком вот диджипаке 2 диска. Диск с фильмом, где 3 версии представлены. Видим такой арт под диском. И по другим дискам с бонусами видим такой вот арт. Так
вот получается. Разворачиваем. Здесь у нас получаются такие вот арты на этом диджи-паке. Здесь у нас вложен большой плакат данной картины, большой постер. Близкие контакты третьей степени. И переворачиваем. И с другой стороны этого плаката такая вот большая схема, на которой показаны различия между тремя версиями картины. Видим, показано, чем отличаются три данных картины. То есть три версии одного фильма. Такой вот постер, плакат здесь присутствует. Ну и осталось нам посмотреть в другую сторону. Осталось посмотреть буклет, который у данного издания. Близкие контакты третьей степени. Фильм Стивена Спилберга. Открываем. Здесь присутствуют как фотографии, кадры из фильма, так и информация. То есть идет информация о том, кто снял данную картину. Стивен Спилберг. Актер, который снял сцену, здесь Франсуа Трюффо. Далее Ричард Дрейфус. Терри Гар. Мелинда Дилан. Боб Балабан. Далее композитор данного фильма Джон Уильямс, который написал музыку не только к этому фильму. Далее у нас оператор Вилмас Зигмунд. И далее кадры со съемок фильма. Спилберг во время того, как делает, то есть уже работу над фильмом делает. Еще кадры из фильма. И далее у нас кадры о том, как делали спецэффекты. И, наконец, самая сцена от Спилберга, которую ему понравилась. Здесь написано о ней. Такой вот буклет у данного издания. До этого этот фильм был у меня в формате DVD. И теперь появилось такое вот издание в Blu-ray. Конечно, данный фильм выходил в 4К. Но вот увидел такое вот издание. Решил себе взять все-таки в Blu-ray. Близкий контакт третьей степени от режиссера Стивена Спилберга. Британское издание. Далее переходим к следующей картине. И это фильм режиссера Пенни Маршалл, в котором снялся Том Хэнкс. Фильм называется «Большой». Это теперь будет самый ранний фильм с Томом Хэнксом, который есть у него в коллекции. Фильм из 80-х годов. До этого у меня не было с Томом Хэнксом ничего. Издание американское. Диск-залоченный регион А. И так вот выглядит накатка диска, которая повторяет обложку. Фильм «Большой». Такая вот фэнтезийная комедия. И, наконец-то, данный фильм появился у меня в коллекции. Фильм «Большой». Далее от этой картины переходим к следующему изданию на Blu-ray иностранному. И это британское издание фильма «Бриолин». Это мюзикл известный, в котором снялись Джон Траволта и Оливия Ньютон-Джон. Такое вот Blu-ray издание. И такая вот простая накатка. Фильм Paramount. А у них обычно накатки на изданиях тоже простые.
Фильм «Бриолин» — известный мюзикл из 70-х годов с участием Джона Траволта. Наконец, последнее иностранное издание сегодняшнего видео. Это фильм с актером Дензелом Вашингтоном от режиссера Ника Кассаветиса. Фильм называется «Джон Кью». Итальянское издание. До этого фильм был у меня в коллекции на DVD. Теперь есть он в коллекции и на Blu-ray. Такая вот накатка. Такой вот фильм с Дензелом Вашингтоном под названием «Джон Кью». И на этом иностранные издания все. Переходим к российским изданиям. Их, получается, осталось в сегодняшнем видео 9 штук. И первое издание — это издание от студии Disney. Фильм называется «Джон Картер». Данный фильм снял режиссер анимации Эндрю Стэндон, который больше всего по мультфильмам известен. А это его первая проба была не совсем удачная, правда, в отношении сборов. Вот первый опыт данного режиссера анимации в фильме с живыми актерами. Здесь видим два диска. Диск с фильмом и допами, и диск с допами. Видим такой вот внутренний арт данного издания. И, наконец-то, данный фильм у меня в коллекции появился. Фильм от Disney «Джон Картер». Далее, следующая картина. Этот фильм у меня также раньше был на DVD, но теперь есть и на Blu-ray. Фильм под названием «Собственность дьявола». Фильм, в котором снялись Харрисон Форд и Брэд Питт. Картина 1997 года. Такая вот здесь информация техническая. И видим диск. То есть здесь напечатан за рубежом. Здесь на австрийском Sony DATS. Фильм с Харрисоном Фордом и Брэдом Питтом под названием «Собственность дьявола». Далее следующая картина. И это у нас супергеройский фильм, фантастика и триллер, который называется этот фильм «Хроника». Издание, которое включает две версии, расширенную кинотеатральную. Не было раньше в коллекции данного фильма супергеройского, но вот узнал про него и решил себе приобрести в коллекцию. Такая вот накатка. Супергеройский фильм под названием «Хроника». Далее будут 3 более современных фильма из 10-х годов. Хотя «Хроника» тоже, но это я брал на маркетплейсе. И первый из этих фильмов фильм под названием «Талли». Картина с Шарлиз Терон. Такое вот издание в слипе. По слипам такой же арт. Такая вот накатка. И в этом издании присутствует артбук с кадрами из картины. Артбук такой вот горизонтальный. Поэтому кадры получаются более полные. Но артбук совсем небольшой. Такой вот фильм под названием «Талли» с участием актрисы Шарлиз Терон. И этот фильм в жанрах драма, комедия, детектив. Далее, следующая картина. И это фильм, в котором также присутствуют жанры драма, присутствует жанр триллер. Это фильм под названием «Между нами горы». Здесь снялись в главных ролях Кейт Уинслет и Идрис Эльба. Идрис Эльба, Кейт Уинслет. Видим фильм на тему снега. Здесь
Катастрофа происходит, но эти двое выживают и пытаются добраться, пытаются выбраться. Такой вот фильм под названием «Между нами горы». Далее, следующая картина. Это комедийный боевик под названием «Полтора шпиона», где у нас снялись два таких вот актера, Кевин Харт и Дуэйн Джонсон. Также такая вот накатка здесь присутствует. Фильм в жанре комедийного боевика с участием Кевина Харда и Дуэйна Джонсона под названием «Полтора шпиона». Такой вот фильм. И осталось показать всего 3 издания, и все эти 3 издания из одной серии, а именно из серии «Шедевр отечественной мультипликации», в которой на Blu-ray выпущены разные советские анимационные фильмы, короткометражные и полнометражные. Первое издание такое вот, «Русские народные сказки». На литье, конечно же. В данном издании представлены такие сказки, как «В некотором царстве», «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Петушок, золотой гребешок», «Последняя невеста змея Горыныча», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Царевна-лягушка» и «Чудесный колокольчик». Такое вот издание. 8 сказок здесь пока представлены. Далее, следующее такое издание. Это сказки А.С. Пушкина. Здесь 5 сказок показаны, но представлены все 5 главных сказок от Пушкина. Это сказка о мертвой царевне и 7 богатырях, сказка о царе Салтане, сказка о попе и работнике его балде, сказка о золотом петушке и сказка о рыбаке и рыбке. Здесь точно так же издание на литье, специально искал, поэтому с этим проблем нету. Второе такое вот издание. И, наконец, третье издание. Называется оно «Сказки русских писателей. Выпуск 2». Первый выпуск у меня уже есть, поэтому взял второй. Здесь 9 фильмов представлено, 9 сказок. Также на литье. И здесь представлены следующие литературные сказки. В стране невыученных уроков, как один мужик 2 генералов прокормил, Муму, мышонок Пик, Снегирь, конек-горбунок, Хочу бодаться, Премудрый пескарь и Шкатулка с секретом. Такое вот издание. Таким образом, еще 3 издания из серии «Шедевр отечественной мультипликации» появилось у меня в коллекции. Осталось из этой серии приобрести всего 5 или 6 изданий, и все фильмы, которые из этой серии вышли на литье, будут в коллекции. Такая вот информация. А на этом все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Так что жду вас снова. А на этом все. Пока-пока.